Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Мужчина, которого не хочется больше помнить. Ну, вот такой вот расклад. Давайте посмотрим, на мужчину, который ушел из вашей жизни, либо вы расстались по вашему желанию, но вы не вместе. Вот расклад для тех, кто реально не вместе. Но вы пришли на расклад на этот, потому что захотели узнать, а почему и как он там. Вот почему все так. Смотрите, я вот еще тасую колоду, но я уже чувствую, что вот кто-то из вас даже может сказать, я не знаю, что бы было, если бы он сам сейчас проявился и сказал, давай встретимся. Вы не знаете. Вот кто-то из вас вот скажет, я не знаю, может быть, я и пошла бы, а может быть, наоборот, отказалась. Может быть, заново начала отношения. Есть что-то, что вам непонятно. Есть что-то, что вас держит немножко. Обида. У кого-то из вас очень большая обида, потому что больно, потому что реально, вы как маленький ребенок для него были, но и в нем тоже чувствовали этого маленького ребенка. Вы как будто бы нашли свое, но он этого не понял. Реально он не понял этого. По пиковому валету это его бег, это то, что он разрушил, это то, что он не смог удержать. Ну, давайте посмотрим, как ему там сейчас, что бы он хотел сказать, допустим, и хотел бы он все вернуть, или все-таки до сих пор нет. Давайте посмотрим. Я сейчас достану его и вас, потому что я о вас тоже хочу спросить карты. Что в вас есть такое, что может быть было проблемой для этих отношений. Может быть, ничего нет. Я не знаю, что скажут карты. Давайте посмотрим. Может быть, плохое видео, плохая тема, но мне такой посыл пришел. Разобрать это все. Так, ищу вас и его. Угу. Вы очень дружелюбный человек, но вы знаете себе цену. И в каких-то моментах вы можете отсекать и выходить. Это прекрасные карты посерединке. Вот на сегодняшний день вы пережили боль по косе и разочарование, но вы смогли собрать себя. Вы смогли собрать себя. Сейчас поищу. Смотри. Три. И вот это. Гора, якорь груза и леса. Он на лесу смотрит. Он смотрит на лесу. Этот человек, вы знаете, он струсил в своей жизни. Понимает он или нет, но он струсил. Потому что он зависим от чужих мнений, которые делают ему груз в его жизни, стопор, я не знаю, как еще сказать. Но здесь он в каких-то тисках лисы. У вас напротив, на вас смотрит собачка. Это друг, это хороший человек, это любовь новая, это новые свидания, новая дорога. Единственное, что вас грузит, это
немножко неопределенность и страх, а вдруг все будет так же, как было. Вот это вот. Но мне очень нравится, что вы смотрите на эту косу. Очень серьезно. Это получается то, что да, вы пережили момент стресса, вы пережили момент боли, разочарования из-за этого человека. Между вами есть эта гора, и она никуда не уйдет, он ее просто даже сам не замечает, потому что есть какой-то человек, который все портит ему. Вам, слава Богу, не портит, вот именно не портит, с ним портила женщина, может мужчина какой-то, больше как лиса женщина. Сейчас нет, вы вышли из этого ведьминского круга, вышли. Я вижу мужчину, смотрите, расклад общий. Я скажу, как для всех, да? Этот мужчина, он реально зависим от чужих мнений, но мнений только определенных людей, не всех, определенных. Я вижу человека, имя, буква В, по-моему, буква В первая. И опять же скажу, это не для всех. Потому что не может быть у всех именно на В, да, но расклад для всех. Общая энергия 100% идет вам на ответ. 100% идет вам на ответ. Но я вижу В. Может, его мама мягко его как-то называла. Вот именно на В. Имя. Может, фамилия на В. Но что-то вот присутствует, эта буква. Я же говорю, не обязательно, потому что расклад общий, но чувствую, что это тоже нужно сказать. И вот у кого на В, там 100% сыграла роль мама. Но эта мама еще и привлекла какого-то человека за собой. Как будто бы этому мужчине судьба еще какого-то человека подкинула, как якорь, как затворничество такое. Зависимость от чужого мнения. Мама ему внушала: ты самый лучший, они остальные все, и вы плохие. Или еще что-то, или еще. Может быть, жена у него тоже вот как бы была, либо есть, да, которая что-то ему говорит, а он вот как в тумане, не знаю, перед ней. Он не любит вообще как будто бы никого в своей жизни на сегодняшний день. Но он думает о вас. Он думает о вас. У вас есть такое, что наконец-то вы начали ощущать просто сегодняшний день? Вот эти две карты очень хорошо это показывают. Как будто бы вот вы едете в транспорте, на своем, на чужом, там, на автобусе где-то там, на троллейбусе, не знаю. Без разницы, люди вокруг, да? И вроде как все люди, кто-то, да, там с кем-то разговаривает, кто-то может смеяться, но в основном сжатые какие-то, да, вот вам попадаются по дороге, молчаливые и угрюмые. Вы либо выходите по вот этой косе из этого состояния, либо вот давно или даже недавно, но вы вышли. Вот такое впечатление, что вы уже вышли. И если вы чувствуете, что вам этот день нравится, какой бы он ни был, дождливый, холодный, как зима, да, весной, может быть, там, как-то вроде бы весна, все равно грустно, да, но вы из этого выходите, вышли. Это не ваше, это не было вашим, и слава Богу, это ушло. Я не знаю, почему карты сегодня хотят как бы на мужчину, но про вас тоже сказать. Вот такое впечатление, что вы уже даже либо думали, либо говорили о том, какое
поле красивое, когда пшеница растет, да, как золотое такое вот, либо когда листочки на деревьях появляются, любовь просыпается. Осенью дождик омывает и сделает все чистым. Зимой снег искрится и тоже, как бы, знаете, как покрывало для радости. Вот вы как будто перестраиваетесь. Либо это посыл с этого расклада для вас, что вот это ваша жизнь, да, вот это счастье, понимать, и это счастье просто притянет и очень-очень хорошего человека с любовью в вашу жизнь, и успокоение по поводу дальних дорог и будущего. Потому что тут идет стабильность. Ну, рыбки — это деньги, стабильность, человек, ну и море, океан, да, дороги. Мужчина с хорошей душой, с любовью. Вот захотели так карты сказать именно вот на этом раскладе. Потому что есть сомнения у вас, потому что есть волнение. Но и в то же время вы хотите любить и хотите быть любимой. И есть такое, даже если где-то на словах вы можете сказать: да никого я уже не хочу. Все равно внутри, где-то в глубине души есть такое. И вы будете счастливы. Но, скорее всего, не с этим человеком. Если он выйдет вот из этого круга, где он находится, где это леса, тогда да, может быть, его встретите скоро. Но если он здесь и так и будет там, все, это не ваше. Это не ваша дорога. Он смотрит на лесу, он не видит других. И даже если он с другой женщиной живет, он не видит другую женщину, та несчастная женщина. И, скорее всего, они тоже разойдутся. Или уже даже разошлись. Может быть, у него несколько их. Может быть, он... Кстати, я вижу, да, вот по вот этой горе он может, или даже мог в прошлом переписываться с одной, второй, третьей, четвертой и быть с вами. Мог такое делать, потому что он как будто бы действительно в заблуждениях. Ты такой хороший, ты лучше всех, а он не понял, что такое любовь. Он просто не понял, что такое любовь. Его мама не научила, что такое любить женщину и создавать семью, отношения, быть защитником для семьи, детей. Его мама не научила. Почему? Это якорь. Она его не хотела отпускать от себя. Она его родила себе на защиту. У нее отношения, если у нее был муж, отношения были тяжелые. Она его не любила, либо наоборот любила, но он ее, там тоже было плохо. И она притянула к себе сына. И она до сих пор, если вот жива-здорова, как говорится, да, пусть живет, она до сих пор его тянет. Даже если ее нет в этом мире, она с небес его тянет. Уж извините, я даже так скажу, раз якорь выходит. Отвадила она от вас его. Отвадила. Не через нее полностью он ушел и перестал с вами общаться. Не полностью через нее. Она его настраивала. Да, но он искал еще утешения на стороне. Он думал, что если тут плохо, мама так говорит, то значит где-то будет хорошо, я это найду. Либо мне же надо, чтобы было хорошо. Я до сих пор еще не определился, говорит человек. Далеко, далеко, не ваш этот человек. Как же он хочет, чтобы все ушло к вам, то, что у него плохо. Как он хочет, чтобы около вас были плохие люди, чтобы вы никому не нравились, чтобы у вас был груз в жизни и закрытие.
А у него дом, радость. Смотрите, дом, радость. Но вы-то понимаете, на кого надо смотреть, обращать внимание, кого послать подальше надо. Груз не докинет он. Вы прошли этот период тяжелый, а он упустил, ведь он спиной стоит, дом и эти аисты. Он спиной стоит к этому. Но он очень хочет, чтобы это у вас было плохо, чтобы это вы плакали и продолжали плакать. Почему? Плохо спится ему. Он хочет написать, может, даже уже писал вам или звонил, но в нем змея живет. Плохая карта выходит. Он боится. Он боится остаться полностью в одиночестве, но в любовь с вами он не верит больше, потому что он знает, что он сделал вам больно. Поэтому он хочет, чтобы это вы плакали и пришли к нему. Вот в чем сейчас заключается его смысл, в жизни на сегодняшний день. Как-то так. Давайте еще раз посмотрим сочетание карт, что рядышком. Расклад бомбезный, скажу. Я 1000000%, вот если вы чувствуете, что это ваше, это ответ. Это реально ответ для вас. Вы не должны быть с ним. Вы не должны вообще брать в голову, что если вы считаете, что вы где-то не так поступили или вы что-то не так сделали. Все равно оно остается. Как же ему плохо-то без вас, а? Как же он хочет, чтобы у вас все плохо, наоборот, было, да, а не у него. А для себя что ты хочешь? Дом, новости, путешествия, люди, любовь и преграды, чтобы сняты были, чтобы наконец-то выйти. Про вас до сих пор говорит та женщина плохо. Либо у него в голове до сих пор слова про вас. Что вы не такая, что вы не нужна ему, что он вообще должен жить другой жизнью, что вы его затаскиваете в какой-то омут, что вы им пользуетесь. Это его мысли в его голове по совам по поводу вас. Вот по поводу этих крыс. Дьявол выходит. А мама могла на него еще и магию делать. Либо другая женщина какая-то сделала. Но вы не берете это. Вы смотрите на этих крыс. Это значит, что вы... Знаете, когда магия, она больше как со спины идет. Здесь вы этих крыс видите. Значит, вы предполагаете, что да, магия могла быть, либо слишком большое убеждение по этим крысам, да, вот этого мужчины, что мозги затуманены реально у этого человека. И вы это видите, значит, себе вы это точно не возьмете. У вас будет защита, и у вас и была защита. Защита от дьявола, защита переменами. Вас ангелы вытолкнули из этих отношений. Либо его отправили подальше, либо даже вас толкнули из этих отношений. Это 13-й аркан, это карта смерти и карта возобновления жизни. Это перемены, трансформация. Вы должны были пройти
к сожалению, да, этот период жизни. Но вас вовремя вытолкнули оттуда. А почему должны? Чтобы получить настоящее. Это либо кармический урок, через какого-то предка, может быть, даже передалось, либо кармический урок, который вы прошли с этим мужчиной, либо просто понять самой, что действительно важно для меня, чтобы не застрять в быту проблем, чтобы жить и быть личностью в этой жизни. Вас отвели, вам показали путь и вас вели к победе. Шестерка жезлов — это победа, а это как показывают путь. Ну давай, мужчина, поговорим чуть-чуть еще, да? Если вам действительно его не хочется помнить, видеть, но вы вспоминаете и в душе, и в каких-то даже вещах. Вы что-то видите и можете, да, иногда вспомнить: о, а вот это вот, здесь я с ним была, допустим, или вот мы об этом говорили. Есть такое. Но смотрите, еще немножко, и вы полностью из этой ночи, из этой тьмы выйдете. Да что же на вас не знаю, бегает за вами? Это крыса. Это крыса. Но сила в вас есть, я знаю, я это чувствую, но почему она еще раз выходит? Сила есть, медведь выходит следом. Ну давайте еще пару карт. Ответь. Ключ к развязке. Новые дороги, пути и горизонт. Просыпайтесь, звездочки. Книга жизни, книга судьбы улучшается и увеличивается. Ну, это дети, это что? Ну, это радость в детях идет, это радость в детях, это исполнение желания, это счастье от приобретенного. И коса, да, коса. Отсекаете и собираете. Не могу понять. Это реально, понимаете? Да, на вас пытались сделать эту гадость. Реально, на вас пытались. Но не получилось. На мужчину пошло, на вас нет. Кто-то все-таки лез со своими либо убеждениями, либо отговорками, либо плохими словами, сплетнями, либо магией. Либо просто очень сильно зависть была и отобрали. Как это так? Он ей все отдает. Нет, типа, иди ко мне, да, вот они крысы. Они прям вот лазят у вас под ногами, а вы сила. У вас ключи к новой реальности. Вот так вот. И вот вы отсекаете, это как в начале, так и тоже докладывается карта. Будете, кстати, ребенку своему радоваться. Скоро будет общение, либо просто какая-то новость, известие. Ну да. Или да, еще могу сказать, душа ваша, понимание жизни, как будто бы омолодиться. Вот так еще могу сказать по этой карте. Душа ваша найдет ключики к новым отношениям. Как омолодитесь, прям внутри вот жить захочется еще сильнее. Вот эта карта, да, может об этом еще говорить. Встретите вы нового человека, где-то не дома, естественно, это будет где-то... Это тепло. Я вижу тепло. Да, деревья зеленые. В каком-то
парк, может быть на экскурсию куда-то поедете, решите пойти, да, вот где-то на экскурсии, либо это будет просто вот как место, куда хотелось бы съездить и просто посидеть, отдохнуть. Это может быть путешествие с подругой, допустим, или даже со своей дочкой, сыном куда-то решите съездить. И вот как будто вы там притянете, вот как будто откроется ключиком вот это счастье семейное. Да, встреча может быть через знакомого человека вам. Но здесь я не вижу сильно уж, чтобы карты показали. Но встреча будет. Встреча будет интересная, когда деревья будут зеленые. Полностью все. Я вижу... Кто любит петунью? Я не знаю, почему я ее вижу, но я вижу у вас рядом, или вам просто она нравится. Либо это место будет там, где петуньи растут. Почему-то вижу петунью. Может быть, у вас даже на балконе она будет, либо, не знаю, на огороде, да, где вы живете. Но почему-то она как притягивает. Она как паучок, который притягивает зависть и поглощает эту зависть. Да, она как паучок, она притягивает. Я полностью уже там, в этой энергии. Я как будто бы фильм смотрю и вам пересказываю. Но я реально вижу петунью, которая вот как паучок, и она всю зависть в вашу сторону, она вот просто поглощает и растет. И она как защита на ближайшее время для вас будет. Я не знаю, для чего карты мне. Даже не карты, а через карты энергия как видение пришло. Ну, цветы, я говорю, ну тут, конечно, не петунии, но я увидела именно петунии. Но цветок вышел, значит, то, что я вижу, оно так и есть. Слушайте, посадите себе немножечко, прям маленький горшочек даже. Может, это реально подсказка? Чтобы вот эти крысы, да, будут лазить, но не смогли принести вам плохое. А может быть, у вас всегда были петунии, вы их любите. Может быть, не всегда, только сейчас захотели, да. Может быть, вы действительно встретитесь там, где они будут. И это будет тоже знаком, что вот этот человек — это ваш человек. Очень интересный расклад, очень. Хотя просто решила посмотреть по поводу мужчины, да? Почему так? Ну давай, мужчина. Давайте вот эту колоду возьму. Так, мужчина. Почему все-таки резко прекратил с вами отношения? Ну, говорю, он был вот с повязкой на глазах. Он был с повязкой на глазах. Он сейчас в одиночестве. Он реально никому не нужен. Ну вот так. Ему пусто. Ему плохо. И он скидывает эту обиду на вас. Кстати, ты переживаешь или там винишь себя, да, что ты ушел из отношений? Любовь и уход. И высшие силы. Ну, высшие силы, да. Высшие силы исправили ситуацию. Ты переживаешь? А он не может
сейчас. Он переживает, что упустил большой шанс. Но все равно какая-то женщина его просто как лиса вытягивает всю энергию. А высшие силы помогли вам разойтись. Представляете? Иерофант вышел. Высшие силы помогли. Они его вытолкнули. Ангелы его направили подальше от вас. Вот оно как. Женщина выходит все-таки здесь. Она его держит. Он чего-то ждет. А чего ждет, он сам не знает. Он сам по себе. Да, он может выпивать, либо в компьютере постоянно сидеть, либо в игрушку какую-то играть. Может быть, он действительно по каким-то друзьям бегает. Но он несчастлив. Это однозначно. Пока он у нее в привязке, у той женщины, он очень сильно несчастлив. А потом будет поздно. Но она его держит. Она вас, да, выгнала, но она хотела вам сделать больно. Она хотела, чтобы вы потеряли что-то. Чтобы вы что-то потеряли еще. Не мужчину этого, не про него, а что-то еще потеряли. Может быть, ребенка, может быть, свое счастье жизненное, может быть, дом, квартиру, не знаю, деньги. Но что-то она хотела, чтобы вы потеряли. Но у нее не получилось. Высшие силы отвели вовремя и помогли вам, ну не знаю, как сказать, защитили вас, давайте так скажу, защитили вас от крыс, которые она посылала. Такой расклад. Давайте заканчивать. Я думала, он будет обычный просто расклад, а здесь... Здесь какое-то открытие идет. Смотрите, если здесь идет открытие, то что? Значит, скоро будет новая встреча. Дьявол, в дом, защита, любовь. Все в ваших руках и счастье тоже. Пятерка мечей. Выкидывайте из головы то, что вы что-то неправильно сделали, или не так себя вели, или вообще какой надо быть. Вы то, что надо в этой жизни. Реально. Вы то, что надо. Вы судьбой созданы такая, какая вы должны. Вот вы должны такой быть. Это просто дьявол через женщину ту сыграл вот это все. Вот как на психику, может быть, даже вам надавили из-за ситуации. Но вернитесь обратно. Вы счастливы. Вы супер. Серьезно. Вы в защите от плохого. Любовь к вам идет. Карта. Ждите появления нового человека. Он выведет вас из пустоты. И это будет послание от высших сил. Вот, с небес. Это послание от высших сил. Высшие силы, ангелы хотят, чтобы вы были счастливы, и вы будете счастливы. Он выведет вас из пустоты. Новый человек. Какой ты? Любовь. Двоечка. Любовь. Очень хороший человек идет в вашу жизнь. Ну, на сегодня, думаю, все. Потому что я сама тут... Я не ожидала, что так карты будут говорить. Но я то, что видела, я вам сказала. Надо оно вам, не надо. Ну, напишите в комментариях, да, чтобы я знала. Если уж так глубоко буду видеть, надо ли это все говорить. Хотя вот, да, иногда вы мне пишете, да, надо. Ну вот поэтому и копаю. Вот сейчас тоже скажите, надо было это ли все говорить.
Нет, он не ваш человек, у вас новый. У вас новый. Он всегда будет помнить о вас, всегда. Придет время, и да, он появится в вашей жизни, он захочет поговорить. Либо будет со стороны наблюдать, как вы живете. Он захочет свою жизнь опять сделать гармоничной и хорошей. Но прошлое его никогда не отпустит. И со временем он будет понимать, где он был неправ, либо обвинять кого-то все равно будет. Но он будет страдать. Реально будет страдать. Злиться, ругаться, нервничать, чувствовать себя одиноким. Угу. Отшельник. Чувствовать себя одиноким. Будет пытаться зарабатывать деньги, чтобы где-то подняться, хотя бы в этом. Но по жизни вы счастливая. И он будет наблюдать за этим, как у вас жизнь идет. И очень-очень злиться, что не с ним. Что вы не пришли к нему, что вы не завоевали его. А почему ты? Потому что чертики около вас прыгали. Вы смогли, вот да, высшие силы, вы смогли выйти из этой путаницы жизненной, а он нет. Высшие силы на вашей стороне. Ему будут помогать высшие силы. Если он попросит у вас прощения и отвернется от той женщины, которая делала ему все вот это, просто закроет дверь и больше не будет с ней общаться, у него многое изменится. Если нет, он всегда будет помнить и чувствовать слезы, которые вы пролили, да? Давайте так скажу, вашу обиду. Ну все, потому что карты начинают повторяться. Вот его судьба на сегодняшний день. Достаю вашу. Ваша судьба на сегодняшний день. Ждите перемен с радостью. Первые шаги, которые ведут вас куда-то или к вам кого-то, но вы идете в любовь. Вы реально идете в любовь. Видите, в руках кубок. Вот как. Кубковый паж. Это первые шаги. Да у него вот. Все, на сегодня все. Очень такой тяжелый расклад, потому что не хочется проходить ситуацию, которая делала больно. Не хочется сталкиваться с людьми, которые действительно не понимают, что творят. Ведь они будут расплачиваться за все это. Еще как расплачиваться. И да, это тяжело видеть, но знайте точно, повторения вот этого в вашей жизни не будет. Дай Бог, пусть будет так, во имя всего хорошего. Пусть у вас все будет хорошо. Вы не заслужили вот этой гадости, что было в вашей жизни. Не заслужили. Давайте-ка я еще раз достану. Нет, еще потасую. Колода еще не готова. Сейчас. Угу. Лиса. Тасовала, все равно лиса рядом. Прям вот в упор. Да, он хочет быть любимым и любить. Хочет, но это за спиной. Пока он на нее смотрит, не будет у него в жизни счастья. Когда он отвернется, вот если бы вот так выпало, да, тогда да, он оттуда ушел, она ушла, и вот у него счастье. А нет, выпало вот так. Давайте посмотрим ваши карты.
Очень сильный, хороший человек идет в вашу жизнь. Реально сильный, хороший, с большими-большими перспективами. А вот это вот дом. Ну, это больше как работа, какие-то интересные события, это какие-то интересные моменты, да, больше. Но и в то же время дом, который наконец-то начинает жить. Или поселяется в вашем доме жизнь. Вот так можно сказать. Это не разрушающаяся башня. Это дом, крепкий дом. И сильный такой вот, скажу, человек, да, пусть будет. Вот такое вот счастье. Это ваше счастье. И вы смотрите на него. И он тоже вот, как защита ваша. Угу. Такая крепость, да, крепость, защита. Ну и еще карты говорят, что слава Богу, ваши ангелы всегда вас берегли, и этих крыс просто выкидывали из вашей жизни. А ну где крысы? Вот они рядышком, да, они, если взять сразу вот так, да, то они, да, они будут пытаться пробить защиту, но защита у вас уже с двух сторон, слава Богу. Они просто завидуют, потому что у них счастья нет. Либо посыл вот от той женщины. С другой стороны, тут еще и звезды идут, да, это рассвет вашей жизни, а они, ну да, бегают, но все равно есть и завистники, и все. Но не влезут они больше в вашу жизнь. А если и влезут, можно я скажу, по башке получат. Вот так вот. Книга судьбы — это в ваших руках сейчас. Хорошо. Все, теперь точно все. Счастье вам огромадное, преогромадное. Не знаю, как назову расклад, но вы уже знаете. Сейчас буду думать, потому что здесь все переплетается. И ваше, и вот этого мужчины, да, и даже вот эта лиса какая-то вышла с крысами. Ну, надеюсь, это то, что вам нужно было услышать. Странный, какой-то тяжелый энергетический этот расклад. Но думаю, что кому-то, да, надо было это услышать, чтобы выйти из чего-то, чтобы реально начать или даже продолжать просто жить и радоваться и встречать в свою жизнь счастье. Оно обязательно будет. Обязательно. Ну все. Давайте, я с вами не прощаюсь. До следующего видео. Оставайтесь со мной, да. И, как всегда говорю, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А колокольчик — это на YouTube. Может, даже здесь и в каких-то платформах и вырежут, что я говорю, но я только на YouTube. На других платформах меня нет. Поэтому приходите ко мне на YouTube по возможности, да. Потому что только здесь энергия защиты и мои молитвы, чтобы у вас все было хорошо. Однозначно. И до расклада, и после. Счастья вам, хорошего всего вам обязательно. И до встречи. Увидимся, услышимся.